Для узора набираю нечетное число воздушных петель. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Я набрала 13 петель. И дальше вяжу первый ряд. Первый ряд, как и все последующие ряды, я буду вязать за дальнюю стеночку петли. Итак, делаю в начале первого ряда петлю подъема на этот ряд и дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка. Вот так. Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. 1. Снова за дальнюю тушку подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. 2. За дальнюю тушку подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. 3. Я набрала 13 петель, и в этом ряду у меня должно быть 13 соединительных петель. То есть число соединительных петель равно числу звеньев наборной цепочки. Вяжу так до конца этого ряда. По одной соединительной петле в каждое звено предыдущего ряда. Здесь я предлагаю не мельчить, не затягивать петли слишком туго. Да? Вот крючок у меня троечка, но и все равно я стараюсь сделать петли свободны. И вообще в такой вязке, которая вот вяжется соединительными петлями, боснийская вязка, я в ней всегда предлагаю делать свободно петли, не затягивать их туго, потому что иначе полотно будет очень плотное. Итак, вот он, первый ряд готов. И дальше будет второй ряд. Второй ряд пойдет чередование. Столбик с накидом, воздушная петля. И для начала во втором ряду делаю волшебный подъемный столбик с накидом. Вытаскиваю петлю рабочую на высоту этого столбика. И указательным пальцем эту петлю я держу. Это важный момент. Дальше делаю вот такой вот виток. И вкалываю крючок все точно так же в первое текущее звено за дальнюю дужку. И пальцем указательным правой руки я продолжаю держать виток. Здесь немножко неудобно. Подхватываю рабочую нитку и вывожу одну петлю. Вот получается виток у меня на крючке, да, и петля. Сначала провязываю вместе петлю и виток, раз, и вторым движением завершаю столбик с накидом. Вот получается первый подъемный волшебный столбик с накидом. И дальше чередую. 1 воздушная, столбик с накидом за дальнюю полупетлю. Одну пропускаю петлю, на нее приходится воздушная. И в следующую точку вкалываю крючок. Точно так же за дальнюю дужку вывожу и провязываю обычный столбик с накидом. Снова воздушная петля, накид, за дальнюю дужку вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. Воздушная петля и столбик с накидом. Чередую так до конца ряда. Воздушная петля, пропускаю следующую точку, столбик с накидом. И снова воздушная петля, пропускаю и столбик с накидом за дальнюю дужку. Все петли в этом узоре будут вязаться исключительно за дальнюю дужку. Воздушная петля и последний столбик, вот как раз остается петля для пропуска, и вот сюда в последнюю точку точно так же вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. И на этом второй ряд тоже готов. И дальше чередую эти два ряда. Снова перехожу к ряду из соединительных петель. Петля подъема,
обыкновенная воздушная петля, поворот, и в следующее, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу соединительные петли. И здесь я считаю 1, 2, не мельчу, да, 3, не затягиваю слишком туго, 4, 5. Помню, что у меня было 13 петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот 13 придется на вот эту вот шапочку этого волшебного подъемного столбика. Точно так же за дальнюю дужку 13. Это был третий ряд. Это, кстати, изнаночная сторона. Лицевая сторона вот эта, где остается вот такая вот небольшая косичка как бы. И четвертый ряд. Он точно такой же, как второй. Поворот. Вытаскиваю петлю на высоту столбика с накидом, делаю виток и указательным пальцем виток держу. Вкалываю крючок в первое звено за дальнюю дужку и вывожу одну петлю. И при этом указательным пальцем я все время ниточку держу. Это здесь принципиальный момент. Провязываю петлю и виток вместе раз. И провязываю петлю и виток 2. Вот получается волшебный подъемный столбик. И дальше чередую. Воздушная петля, столбик с накидом за дальнюю полупетлю. Воздушная петля, столбик с накидом за дальнюю полупетлю. Воздушная петля и опять столбик с накидом за дальнюю полупетлю. Воздушная петля и опять столбик с накидом за дальнюю полупетлю. Воздушная петля и опять столбик с накидом за дальнюю полупетлю. И последний раз воздушная петля и столбик с накидом вот в эту в последнюю точку. И это была, кстати, лицевая сторона этого узора. Вот такая сеточка. И вот он образец побольше. Да, вот лицевая сторона и косички, которые остаются от боснийской вязки. Ну, если вы уже смотрели мои шапочки этой боснийской вязкой, то вы, наверное, привыкли к этой имитации вязания спицами, вязанием крючком. Да, и вот изнанка. Когда мы вяжем поперечными рядами и по лицевой стороне остается такая косичка. Здесь, конечно, имитация прям вот вязания спицами и не получилось. Ну, как бы такого эффекта и не ставилось в задачу, но все равно смотрится достаточно интересно, достаточно оригинально. Можно использовать ее и в обычном традиционном вязании, как бы сверху вниз или снизу вверх, а можно и использовать в поворотном вязании и связать, допустим, какую-то ажурную кофточку поворотными рядами, укороченными в этой технике, либо можно вот так вот связать. По-моему, и так смотрится очень красиво. Можно и для сумочек каких-нибудь авосик применить, хотя, не знаю, здесь все-таки зацеп идет за дальнюю полупетлю, то есть за одну ниточку, насколько это будет практично. Вот такой вот красивый узор. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо заранее за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока-пока.